Групповые фотографии солдат времен войн начала XX века на первый взгляд кажутся лишь историческими реликвиями. Однако современные методы цифровой обработки изображений превращают их в ценные источники информации. Один из наиболее любопытных случаев связан со снимком, сделанным сразу после боя более 100 лет назад. Ученые-историки и специалисты по компьютерной визуализации применили технологию сверхразрешения. Алгоритмы на основе искусственного интеллекта позволили увеличить и восстановить мельчайшие детали, которые ранее были скрыты из-за зернистости и износа пленки. То, что они увидели, оказалось поразительным. Во-первых, на лицах солдат удалось различить тончайшие эмоции: усталость, шок, облегчение. Это дало возможность по-новому взглянуть на психологическое состояние участников сражений. Во-вторых, на обмундировании и снаряжении стали заметны ранее неидентифицированные детали, нестандартные нашивки, самодельные элементы экипировки, даже повреждения от осколков. Все это говорит о том, что солдаты часто адаптировали свое снаряжение под конкретные условия боя, чего официальные документы не отражали. Еще одно открытие коснулось исторической идентификации. На фото удалось различить лицо человека, которого считали пропавшим без вести. Сопоставив изображение с архивными карточками, эксперты пришли к выводу: этот солдат выжил и вернулся домой, но его имя в списке живых не попало из-за ошибок учета. Таким образом, одна фотография спустя век изменила представление о судьбе конкретной семьи и пополнила архив новой страницей истории. Подобные примеры демонстрируют: современные технологии не только оживляют старые фотографии, но и помогают переписать детали прошлого. Там, где раньше была лишь размытая тень, теперь появляются конкретные лица, истории и доказательства. Это напоминает, что даже спустя столетия война продолжает говорить, но теперь через пиксели и алгоритмы. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.